Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 10-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Что на флешке» для лыжника, нашел ее вообще в куртке на таможне. Закрыл квест «Путь выживальщика хладнокровный» с 2 ЧВК, убитыми под эффектом тремора. Вынес и спрятал зажигалку на таможне по квесту «Золотые понты». Нашел газоанализатор для квеста «Санэпиднадзор», часть 1 для терапевта. Настрелял диких на таможне по квесту «Операция Водолей», часть 2. И вынес папку лыжнику и передал ключ от 220-й комнаты, закрыв квест «Реагент», часть 1. Выпуск поддержали финансово Александр, Агапыч, Дмитрий Бригер и Гризли. Спасибо большое, добрый люд, за вашу щедрость и теплое слово. Будьте здоровы. Саш, привет. Дела, жизнь, нормас? Грех жаловаться. В Таркове у меня уже больше 3 часов примерно наиграно. Нижегородской области привет, Железногорску и Лимскому привет, и Гризли шлет привет Даше. Спасибо вам еще раз за поддержку. Всем приятного просмотра. В общем, пока вас не было, я 3 магазина сварил себе в убежище. Это 60-патронники для АК-74, они мне нужны будут по квесту прапора, рожки для мороженого. И наварил целых 6 банок тушенки по квесту сельпо. 15 банок мне надо будет в общем. Пока были сухарики, я это все дело варил. Сегодня на повестке дня путь выживальщика Карипыш для егеря. Мне 3 диких в лесу нужно будет в одном рейде убить, но при этом не используя медицину. Оружие любое, по снаряге свобода полная, так что это, пожалуй, сделаем. Но есть Тарковский стрелок, часть 4. Мне нужно качать навык снайперские винтовки, поэтому я пойду с глушенной болтовкой, с глушенным горностаем, с мясным патроном, все как положено. При себе буду иметь 5-7 пистолет. Это трофейный пекарь, у него там несколько патронов 190-х, это хороший бронебойный патрон, который прям должен будет развалить, если вдруг где-то ЧВК какой-нибудь встретим. Ну и налегке, в общем, бронеразгруз, наушники и все, мешок брать не буду, если что-то там по луту надо будет вынести, то мешок с кого-нибудь стянем. Сегодня попробую поиграть на другом сервере, не на североамериканском, чтобы пинг не сильно большой был. Сегодня буду играть на Южной Европе сервере. Опачки. Так, эта конструкция говорит о том, что я под антенной где-то примерно появился на локации. И выход у меня в стороне коттеджей. А нет, 14-й на мосту окраины. Понял. Значит, тут 2, оказывается, спавна есть, правильно мне писали. Один с выходами налево, другой с выходами направо. Понял. А так как мне нужны дикие, мне надо идти налево. В принципе, там есть, если что, и на коттеджах выход. Если получится, то можно будет и там выйти. Так-то мне без разницы, с чего убивать. Можно будет из пистолета настрелять. Жалем чего. А вообще на ЧВК я не планировал сейчас нарваться. Хотя придется, по-моему. Сейчас тут дикие будут спавниться у меня, да? Нет, я не пойду, пожалуй, в бункер. Это эти пари. Сами помните, как они спавнятся. Прям на лестнице без единого шага. И приятного в этом мало. Так-то можно через затопленную попробовать выскочить на коттеджи прям. Также и на затопленной могут быть, конечно же, дикари. Но я с пистолета, блин, не то чтобы не хотел с пистолета убивать, я бы не хотел шуметь, у меня без глушителя. Походу придется. Не совсем удачный спаун. Лучше бы где-нибудь там за коттеджем был спаун. Чтобы эту большую поляну, да, посмотреть просто в оптику, да и все. Как с тарковским стрелком это было. Или подождать спавна диких здесь. Блин, не хотелось бы торопиться на самом деле.
А наоборот, попытаться хотелось бы спокойно это все дело сделать. Ну что, после ЧВК мне, скорее всего, придется применять медицину. Ну ладно, давай хотя бы газан посмотрим. Блин, шланги нужны, эти штуки нужны. Вообще надо было за дикого мне сначала выйти разок. О, вот и дикий. Немножко денежку подколымить. Так, а куда он пошел? Ти куда? Вообще на виду. Вон он. Или это другой? Скрылся из виду. Так, один в кепке зеленый, значит. Капец, тут джунгли, ничего не видно. А вон он бежит на меня прям. А ты кепка ёбаная! Это он на кого? На меня? Опанчики. Да, он меня, скорее всего, увидел. Что, стрелять не начал, я чуть не понял. Что за волшебство? Куда делся? В какие кусты заныкался? Давай, выходи. Ай, позиция у меня тут плоховастая. Не нравится она мне, не нравится. Вполне возможно, что он и не на меня заагрился вообще. Он что-то с трудом верится. Или с той стороны обойти его просто оттуда. Со стороны камней стрельнуть. Вообще, по идее, он должен будет вернуться сюда сейчас. Подождать, может, все-таки. Блин, был шанс застрелять бесшумно. О-о. Служивый! Блин, вот этого я и не хотел. Обошел он все это дело. Ё-моё. Ну все, понятно. Ну все, у меня кровотечение. Что мне теперь делать? Ладно, бог с ним. Провален мой выживальщик.
Все, к смерти готов. Понимаешь, что происходит? Да он знает, где я сижу. Что-то такие подозрения, что не совсем честно он играет. Или мне хочется верить в это? Не страхованная. Че выкинул тогда? Подождите, я хочу забрать. Попробовать ноги сделать? По-моему, это единственный вариант. И откуда-нибудь оттуда его вычислить, попробовать. Ну, что-то, если он так стреляет, страшно, зараза. Як. Вот это приемчик, да? Себастьян. Теперь, если незаметно туда обойти... А, он идет за мной. Да? Или это я кусты шевелил? Это я, скорее всего. Давай, где-нибудь по низине, чтобы он не видел. Ну что, теперь у меня суть квеста вообще провалилась, получается. Сразу же все пошло не так. Спаун не очень, да и маршрут я выбрал довольно популярный. Зря я так сделал, надо было через зелень тогда чесать спокойно. Ну, кто же знал. Что оно так выйдет. Ну ладно. Как есть, так есть. Это там он был замеченкой примерно, да? Ну он точно не турелью будет там сидеть. А может он меня прогонял, типа стрелял по стене? Типа я тебя вижу где-то, уходи. Такой добрый. Добрый малый, нечестный, но добрый малый. Ладно, совершаем маневр. По этой стороне вдоль воды. Блин, он все равно меня увидит при желании, да? И здесь вроде как пригорок такой приятный. Судя по всему, это другой игрок, потому что стрелял, когда он пули ложились передо мной. Это, видимо, в спину мне стреляли. Ну что, шланги, металлические части, это весь наш трофей, который полезный будет, да, для убежища. Ладно, сейчас соберемся еще, ничего страшного. Настала проблема с деньгой, надо ее решить по Шурику. Проблемы финансовые у нас помощник решает, так что берем дикаря, тем более, что у него там мешочек вроде какой-то есть, и пойдем на таможню прогуляемся. «24 минуты, ЖД к порту, до Таркова, ворота на старой дороге». Короче, либо на ЖД через канал перебегать придется. Блин, рановато меня запустило на самом деле. FMJ патрон на маленьких магазинах. Ядреный корень. Слишком рано меня запустило.
Лады, по тайникам. По тайникам. И попробовать можно будет, знаешь, что сделать? На дороге на общаге выйти. Хотя там что-то постреливают. Но в любом случае мне перебегать на ту сторону придется. Броня? Одно название броня. Вообще, честно вам скажу, на каждом сервере какой-то свой тип игры, свой какой-то темп игры. Поэтому не совсем, на самом деле, мне кажется, хорошо прыгать туда-сюда с сервера на сервер. Наверное, пока останусь на этом южноевропейском сервере. Здесь хотя бы по пингу более-менее адекватно все, да? А там война план покажет. Все равно привыкаешь к одному темпу. Я вот когда в предыдущих вайпах играл на спокойных серверах, потом переходишь на другой, вообще там, ну, там контраст. И также наоборот, когда с активного сервера на более-менее спокойно переходишь, бегаешь как ужаленный. Хотя темп совсем другой. Так, смотрим, в общем, тайники. Я думаю, что этого мне вполне достаточно будет, чтобы набить битком рюкзачок, особенно здесь под лэп. Набиваю мешок и пойду домой. Хотя что-то такое ощущение. Не так все просто, как может показаться, да? Ну давай. О. Следующий уровень брони. Это уровень тот же. Очков брони больше. Тут лутали, вон лежит маска, всякая фигня. Ё-моё. Кто-то по самым вкусным местам пробежал. Шо драть? Ну, мана. Здравствуйте. О, как раз гадюка мне поэтому по квесту, да? Ну, ой, это снайпер был, видать. С ВПВшным магазином. Снайперку стараканили у него, либо скинули. Окей. Ничего, ничего, мы свой лут по-любому найдем. Что у нас тут еще есть? Еще тайничок, но он обычно вскрытый. Вот здесь наверху есть тоже тайник.
Он такой попутный. Обычно его и вскрывают. Так. А, тоже вон пистолет лежит, тут скинул. АПС. Новенькой. Где-то Мосинка шлепает, по-моему, где-то на палатке, что ли? Я же без ушей, я без ушей. Значит, точно где-то. Либо в яме вот здесь, либо на палатке совсем близко. Что тут у нас? Тишина полная. Там возня началась. ЧВК, видимо, в ту сторону перебежали, как раз в аккурат сейчас. Ну и ладно, поехали тогда. Если получится, сейчас домой выйду. Машина есть, но она мне не интересна. Мне... Ого. Блин, там открыта дверь. Ладно, я и так выскочу. Ха-ха. Нормально. Но, честно говоря, несерьезное начало дня. Надо было начинать это все дело сначала мне за Дикого, а потом уже идти за ЧВК, да? Более-менее хотя бы что-то там поразогреться немножко. Ну ничего, раз уж пошло так, то будем двигаться так, как оно есть. Оружейник, часть 2. Мне нужно собрать автомат Калашникова АК-74У по условленным вот этим вот параметрам, которые он прописывает здесь. Сейчас пойдем соберем. Все, оружие собрано, тут ничего, никаких изысков. Пару-тройку предметов докупил, и вся любовь, можно сдавать. Радуем механика, собранная КСУ, и забираем награду. Квест оружейник, часть 2, готов. Сигнал, часть 1, механик выдает квест. Здесь нужно найти пару источников сигнала, но это локация берег, пока мне не по пути. Поехали еще раз в лес за ЧВК, задача не меняется, мне без медицины нужно 3 диких настрелять. Но очень надеюсь на хороший какого-нибудь спаун удачный. Потом можно и погибать, медицину использовать не буду. Ну, ёлы-палы, что-то примерно в этом духе я представлял, но совсем с другой стороны. Ну окей, будем работать с тем, что есть. Еще можно было бы вдоль воды туда фить, выскочить. Ладно, пойдем здесь. Раз уж сюда дернулся. Передо мной есть несколько прям спаунов. И мне придется через всю эту, короче, против шерсти сейчас педалить. Так, 3 диких спокойно вообще здесь на поляне можно будет встретить. Спокойно. Что, уже делали? Уже труп лежит. Серьезный подход. Я вообще ни одного не выстрела, ничего не слышал.
Может, он самоубился? Да, похоже на то. Ой, это юсековский жетон, он мне же нужен. Ты со мной пойдешь? А, нет, не нужен. А, нет, нужен будет потом еще этому. Прапорщику же нужно будет 7 биров, 7 жетонов сдать. Ой, 7 биров, 7 юсеков жетонов сдать. 14 жетонов. Чё почем, кто на чем? Просто статус умер. То ли не догрузился, то ли сам ливнул. Может, спаун какой искал, да, себе конкретный? Поэтому ливнул. Опа, мой клиент. Опа, их 2 даже. Так, а до этого, значит, вот этот пушка-то и стреляла в аккурат. Значит, он по кому-то тут пилил. Кого-то они там либо завалили, либо прогнали. Я же без наушников, Значит, правильно, значит, это он стрелял по кому-то. Ладно, поменяю позицию, потому что заагренный дикий может попасть по мне легко. Это на МЧС. Чик. Там никаких уважаемых смотрящих нет, не видно, блин. Чик. Маскировка. 80 уровня. А куда этот? Типчик свалил. Куда-то за камни, видимо, да? А, пофиг, попробую здесь проскочить. Ой, мама. Нет, нет. Блин, он попадет сейчас, попал. Блин, я не вижу его. А, вон он. Урод, тяжелый отдал. Короче, все. Я должен погибать. Где еще один? Выйди хотя бы. И лечиться нельзя никак. Эх, жизнь моя жестянка. Надо было мне в прошлый раз не использовать все-таки. Я бы сейчас квест хотя бы закрыл, да? Медицину не использовать, я имею в виду. Ну, что теперь поделаешь? Вот так вот. Буду вытекать. Использовать медицину не буду. И попробую продолжить уже в следующем рейде тогда выполнять этот квест. Вот так вот неудачно я фланганул. Как раз пошел туда, куда я вам пошел фланговать. А я думал, он за камнем ушел куда-то. Давай, дотяни, братела, чуть-чуть. Давай хотя бы, может, тут кого сейчас подстрелим. Руки трясутся. Все плохо. Здравствуйте. А можно мне одного дикого, пожалуйста? Спасибо. Конечно же, ни одного дикого не будет. Прощайте. Нужен бинт, блядь, или какая-нибудь хуйня, я не знаю, блядь. Давайте, валите нахуй. Я навоевался.
А вот это интересный момент, конечно. По мне, получается, еще и ЧВК какой-то стрельнул, что ли? Или что произошло? Почему какому-то типу засчиталось убийство меня? Все нормально, путь выживальщика крепыш я бы не сделал в любом случае, потому что я не перезапустил этот квест. Его надо перезапускать, оказывается. Вся фигня, Мишаня, давай по новой. Так. Ох, какой красивый спаун на этот раз, да? Красивый, но снова опасный. Снова есть большая вероятность того, что я сейчас выйду прямо на ЧВК какого-нибудь. Есть машина. Есть машина. Так, давай я тогда предлагаю, знаешь, как сделать? Вдоль воды просто добежать до этого. Если там по ЧВК тишина будет, можно будет посмотреть здесь этих самых дикарей. Бам-бам. Да-да, нет-нет. Можно будет дальше туда перебежать. Там точно будут дикие. Если мне никто из ЧВК не помешает, то я сейчас вообще легко сделаю квест этот. Так-то квест сам по себе, ну, простенький, согласись. Казалось бы, 3 диких, прицельчик, да в лесу на дистанции хорошей. Но несложно. А оно, блин, начинается. То одно, то другое, то третье. То сам поспешу где-то. То дикие выходят. Не там, где ты их ожидаешь встретить. Окей. Предлагаю здесь подождать какое-то время. Блин, здесь дерево посадили, не было же вроде раньше. Ну чё, пацанчики? В спину могут пройти запросто. Ой, какой обзор хороший. О, а вон и дикий идет. Я не попал, конечно же. Все, и он ноги сделал. Ёшкин свет. Ох, здесь опасян, честно скажу вам. Может, тогда не торопись. А, вот он. Нифига, я вовремя решил проверить. Он здесь. ЧВК пришел. В общем, путь выживальщика крепыш надо делать на туре в одном рейде. Раньше, я помню, по-моему, можно было просто умереть, если там что-то не лечиться, и потом добить в следующем рейде. Сейчас не прокатит, сейчас надо в одном рейде все делать. Да денег нет нифига, пошли еще раз за дикого тогда по тайникам шукать. Так, дальний угол завода, КПП диких, ворота на старой дороге. Ворота на старой дороге, это опять за этими самыми
За общагами. 50 рублей. Ну, хоть сейчас выходи. Получается. Трапушки. А по времени 19 минут. Долго ты не разгуляешься. Вообще, для быстрого рейда можно было бы и на завод так-то сходить. Зайти и выйти. Скорее всего, тут тоже уже все вывернули наизнанку. Хорош. Все проверили. А, это что такое? А почему я надеть не могу? Потому что у меня модуль надет. О, новенькая. Картоха новенькая. Ё-моё, шлем новенький. Это этот. Реплика. Ну ладно. Кто-то раздевался тут в попыхах. Свое добро даже вкус не выкинул. Не, ну нормально, идешь такой по Таркову. Чик, броня 4 класса. Новая. Стоимостью в 70 тысяч. Тогда я в сторону общежития, чтобы долго не лазить тут на карте. Как раз броня есть. 50 тысяч будет. Разгрузка. Можно будет и Мосинку починить. У меня там дома есть этот самый. Брамит еще глушитель на нее. Можно будет использовать. Тут уже ковырялись. Охранник валяется. Ну этот. Да еще и снайперская. У меня и прицел есть. Иди самосинист будет. Главное выйти из дома, это. Добраться до дома. Не лутая пацанов, просто идут, дыщ убили и пошли дальше, да? Хотя, может, и разобрали. Ого. Пойдет. Это свои. Тоже СКС-ка, смотри, я только не ухоженная, а так по состоянию вроде как пациент скорее жив. Можно будет тоже в лесок взять потом. Но теперь, когда есть понимание того, что надо обязательно 3 убить в одном рейде, да, в принципе, там и было написано, да, прямым текстом, что убиваете 3 в одном рейде.
Но зато теперь, когда я наверняка знаю, что это не работает так, как раньше, теперь я буду конкретно искать сразу места спавна диких, чтобы в первую очередь заняться дикими, а не вот это вот все, да? Да должен был убивать я с АПС этого. Блин, я до сих пор еще в том рейде. Тут бегаю сам, а сам мыслями еще в том рейде. Нормально так бывает. Ну вот он мой выход. Не буду здесь задерживаться на таможне. В принципе, я пришел денежку немножко подколымить. Денежку я немножко нашел. Мне этого достаточно будет, чтобы выйти в лес пару раз. Тем более, что есть пару пушек. Годится. Уф. Ладно. Тарков. Давай еще раз попробуем. Что-нибудь. Как-нибудь исполнить, сделать. Неплохой так-то спаун, на самом деле. Да опять же, до первого ЧВК, ё-моё. А передо мной есть пару спаунов. Ну что, я предлагаю тогда не спешить никуда. Иначе я никогда этот квест не сделаю таким макаром. Хотя раньше маневрировал спокойно, туда-сюда, куда надо, ходил, выходил, заходил. И все получалось как положено. Нет, сейчас что-то как-то через одно место все, блин, разгрузка, что ли, чья-то? А, нет, железяки какие-то. Уже возня там, где до этого я стрелялся, слышу. Вон Хантер шлепает. Значит, эти спауны туда пошли, да? Я в ушах, все хорошо. Значит, я правильно дистанцию определяю, я считаю. Надо подождать диких. Наверное, сюда, ближе к пригорку, попробую сместиться. Чтобы поле обзора у меня больше было. Чуть не обделался, блин. Что за? Он на дереве, что ли? Что происходит? Дикий пришел. Попал. Так, хорошо. Один есть. Это они что-то не понял я, как он здесь. Или он прям заспавнился прям здесь? Или он пришел сюда откуда-то? Ну вот здесь прям обзор, смотри. Вах, красота, да и только. Вон, я вижу слева. Там, где-то он пошел. Так, давай, братюня. Не теряйся только. И кореша с собой зови. Эть. Ушел у нас направо. Да как так не попал, блин? Не попал.
Теперь ты что предпримешь? Где-то будешь меня фланговать каким-то чудесным образом. Прикинь, отсюда даже ЗБХу видно. ЗБХ работает, говорит, а вот он. Так, второй готов. Все, последний остался. Тарков, дай мне одного дикого. И мы в расчете. Ты посмотри, какой противный, а. Не дает он мне никакого дикого сюда. Давай попробуем тогда спаун спровоцировать, что ли. Я чуть-чуть назад отойду. Куда-нибудь. Вот хотя бы до тайника, да? А где он? Ну вот он. Сюда примерно. В прошлый раз, по-моему, так оно и сработало. Ух ты, инструменты, хорошая штука. В прошлый раз примерно так сработало. Теперь я должен быть, и он должен быть тут. А ну-ка. Нифига не сработало. Жаль. Очень даже жаль. Ну раз Магомед не идет к горе, значит гора идет к Магомеду. Показывай, что там у тебя. О, я же говорю. Видел я его, он там будет примерно тайник. Разорву дистанцию, но в случае, если он вдруг палить начнет. Он в аккурат сейчас того товарища пойдет лутать. Вон он. Давай. Успел, шмальнул, увидел меня, прикинь. Фу, ну наконец-то я закрыл этот треклятый квест. По выходам. Выход на мосту есть. Там стреляли жестко. Но, судя по всему, выходить не стали. Не пойду я их лутать слишком открыто. Тем более он стрельнул, успел там туда сейчас. Если кто со стороны там под скалами стрелялись, если они с той стороны идут, могут внимание туда обратить. Наконец-то я закрыл этот квест. Господи, я весь день сегодня маюсь с этим квестом. Но, как говорится, терпение и труд даже в Таркове дают результаты. Главное, никакую медицину сейчас не использовать, и все. И спокойно квест закроется без проблем. Я даже не знаю, еду, употреблять, не употреблять, но это же медицина, по идее. Чё-то боюсь лишнее движение теперь сделать, чтобы не профукать квест. Троих диких всего-то надо было застрелить. Ё-моё, я весь день с этим маюсь. Вот так вот оно и бывает в Таркове. Но теперь, если будут дикие на дистанции хорошие, то можно будет покачать болтовку, пострелять по конечностям и так далее. Если это будет безопасно для жизни. Хотя уже можно и погибать, я задачу выполнил. Вот видосик от Гобстера подтверждается, да, то, что шаги крадешься или там пешком идешь, слышно все равно. Я услышал того типа, который здесь крался ко мне. Вот так оно и работает в Таркове.
Опа. Дикий. Вон за забором, по-моему, стоит. Точно. Вот когда сделаешь квест, уже по-другому совсем игра идет. Я вам серьезно говорю. Уже не так булки сжимаются. Уже спокойно ходишь, смотришь и смелее гораздо действуешь. А когда слишком много аккуратничаешь, осторожничаешь, стараешься как можно лучше, а выходит как всегда. Второго же я не добил, по-моему. Нет, вон он лежит, добил. Либо это новая партия подгрузилась, либо они ЧВКшников размотали тут. Что за мацен, давай поглядим. Это тут был камушек классный, откуда видно было все. Где это стрельба, я не понял. На скалах где-то? А, вон тела лежат. Не, значит, ЧВК их мотнули и убежали, да? А с машиной что? С машиной полный порядок. Ну и ладно. Пойдем тогда на машине и выйдем. Наверное, я тот дальний коттедж только лутану. Хотя нет, наврал. Рюкзачка не было. Кстати, можно же... Есть же вариант газоанализатор найти. Мне же газончик не помешает. Газончик вот в таких инструментах всяких. Ну, даже сюда затарим. Освещение само себя не сделает же. Это пригодится, скорее всего, штука. О, пошел Лутецкий. Ё-моё, я еще сейчас, если денежек вынесу за ЧВК, то это вообще будет уму непостижимо. Грызли целая. Огрызли, а давай заберем грызли. Так, вверх не посмотрел. Не понял. Не, нету ничего. Часы есть. Ой, этот герб. Ну, часы, по-моему. Ё-моё, это дейлики провалились. Все нормально. Я уже подумал, что и это провалилось. То, что я весь день сегодня делаю. Прожекторы, паника.
Ой, вот эта штука мне тоже нужна. Ну ладно, она стоит не так дорого, в принципе, за ячейку, чтобы жертвовать инструментами. Инструменты вообще в цене. Так-то. А машина уехала, кто уехал прямо передо мной, перед носом. Хорошо. Ух ты, я рюкзак вижу дикого. Я бы хотел его забрать. Чисто рюкзачок. Ладушки, тогда мы пойдем на ЗБ-14. Ой, да, ЗБ-14. Пойдем через зеленку в обход снайперской скалы по своей тропинке, более-менее безопасной. По пути будет еще несколько тайников, так что если Тарков не сильно на меня обижен, то мы выйдем не только выполнив квест, но еще и при бабле будем, в общем. А если будем при бабле, то я еще и второго оружейника закрыть смогу. Там кое-что по обороту надо будет с миротворцем крутануть. Там 1500, по-моему, не хватает долларов оборота. Вот, если крутанем, то все, можно будет еще и закрыть. Потому что у него на втором уровне лояльности продаются все эти приколы. А, наверное, я этот мешок скину, нафиг он мне не нужен. Все, погнали в сторону дома. Так, пожалуй, я не пойду по тайникам, что справа от этого орлиного. Я, пожалуй, пойду прямиком в сторону ЗБ-14. Где-то была стрельба в районе лесопилки. Это уже, скорее всего, челоботы подъехали, потому что дробовик тут долго стрелял под скалами. И теперь в районе лесопилки в низах там где-то шпилит. Хотя, может быть, и другой, конечно, дробовик это. Но движение однозначно есть. До выхода у меня еще 11 минут с половиной. Пока есть что вынести. Мешок полный. Справа тайники не буду трогать, не буду на них тратить время. Можно было бы еще с болтовки, с Мосинки стрельнуть по диким. Но уже сумерки толком не разглядеть. А что у меня вообще там по этому самому, по умению? Я же вроде стрелял. А, ну он у меня устал уже, так что... Пожалуй... Оно того не стоит. Навык уже устал. Там попаданий, ну не знаю, 5, наверное, делаешь. 4-5 примерно. И все, навык устает сразу. Хотя вкачивается, пару единиц вкачивает сразу.
Можно и дальше качать, но штраф минус 60% он. Такое себе. Ух, блин, вот эти вот штукенцы, они же нужны, ксеноморф, и вот этот шустрила нужен. А у меня есть возможность его забрать? Например, если вот это скинуть, вот это можно скинуть, СП6, 5000 рублей можно скинуть, я так считаю. Уже 3 ячейки есть, еще пару ячеек, если, например, вот это скинуть. И долго думаем, стоим. Ладно, красный он там стоит 1020, наверное. Да? Так вот сделаем. Во. 1020-30 стоят они. Но зато не покупать, как говорится. Дома есть куда складывать, все хорошо. Он дикий бегает, зараза, прям перед выходом, и выход работает. Я не попал. Офигеть. Ты гнида. Еще тут один. Блин, они прям выход пасут. Пацанчики, я мирный. А я патроны на мой... А, нет, со мной патроны. Все нормально. Все нормаль. Ну, что, надо пробовать. Прогонять их как-то. Не вижу я его. А он здесь. Сюда. Семь минут. Чё ты, брательник, не дашь мне... Ой, тут вообще двое еще, прикинь, двое. Ёшкин кот. Блин, они видят меня. Да вы чё, дайте за бэху лутануть. Вот когда вы нужны были, где вы были, когда вас не было, а, уроды? Вот когда вы нужны были, где вы были в этот момент? Объяснительную на стол. Короче, бывайте. А то разок попаду, то мне-то лечиться нельзя никак. И уже лута столько, что жалко, блин, терять его. До свидули, братули. Диса по попутным ветрам отчаливает. В сторону убежища мирным путем. А не через голова глаза. Вот тебе и безопаснее выход. Ну так всегда, выход не работает. Никого нет. Выход работает. 3 диких. Получите, распишитесь. Вам нельзя лечиться, получите 3 диких. Все, Тарков, выпускай. Я пошел. Как я рад видеть этот фургон, как я рад выход вообще этот найти. Все, я домой, я сделал наконец-то этот квест. В принципе, я считаю, неплохой рейд получился. Я вообще не получил никакого урона, хотя
Прям вот под самый конец могло прилететь прям запросто. Из новых дейликов можно будет егерю сделать, он простенький. Ткань рипстоп 2 штуки, говорит, у егеря будет приварок +1 к репутации. Надо посмотреть, могу ли я рипстоп сейчас варить у себя в убежище. Варить рипстоп можно, ткань. Как раз 2 штуки за одну варку, 3 жилета диких прикупил и этот швейный набор, красавчик получается. Запускаем. Очень много попыток, очень много времени ушло на выполнение путь выживальщика Крепыш. Но мы его выполнили, значит забираем заслуженную награду и закрываем квест. Путь выживальщика филин. По этому квесту мне нужно также убивать диких, но теперь в период с 21 до 4 утра. Это нужно будет делать ночью без ПНВ и тепловизоров. И путь охотника охранка у меня выдает квест. Здесь нужно убивать ЧВК в районе офисов. На заводе нужно 6 ЧВК убить. Для третьего оружейника мне понадобится МП5, и она должна быть собрана в SD-версии. То есть там верхний ресивер, глушитель и цевьё SD-шные нужны. Миротворец нам нужен был именно для того, чтобы купить у него SD-шный глушитель и вот эту вот насадку на этот самый глушитель, потому что на барахолке они не продаются. Это крайне редкий товар. Если его и найдешь на барахолке, то он будет дорого стоить, в общем. МП5 готов, механику передаем это оружие собранное и закрываем оружейник, часть 3. Оружейник, часть 4 тоже можем в принципе сделать. Здесь нужно охотничьо-промысловый СКС собрать. Помните СКС, которую мне дал лыжник, по-моему, за выполнение какого-то квеста вместе с глушителем, он мне ее выдавал. Вот она как раз подходит для этого квеста, только цевьё надо поменять. Все, СКС готово, в принципе, все по связующим, все довольно дешево и сердито. Просто выполняется квест. Передаем механику ПСКС, которую собрали, и закрываем оружейник, часть 4. Оружейник, часть 5 со сборкой Ремингтон модель 870. Это дробовик помповый. Мне нужен будет вот этот приклад, и нужно будет цевьё. Они не продаются просто так на барахолке, но их можно выменять у механика. Собрал я еще и Ремингтон 870. Тут, в принципе, ничего сложного. Главное бартернуть, успеть этот приклад и цевьё, а остальное все можно прикупить на барахолке. Значит, передаем ружье механику, и все, оружейник, часть 5 мы тоже закрываем сегодня. ЧВК у меня теперь 17 левела, я достиг 2 уровня лояльности с барахольщиком, значит только бизнес-квест мы тоже сегодня закрываем. Ну и тут тоже он дает пачку квестов, вернем ультрик былое величие, 25 диких убить на развязке, распродажа квест с проверкой 5 магазинов на развязке и квест аудит, который ведет меня на новую локацию в улице Таркова. Мне необходимо найти финансовые отчеты на локации и передать эти отчеты ему. Рипстоп у меня в санузле сварился, можем закрывать еще и дейлик. Ну чё, какой бы сложный денек у меня не выдался сегодня. Смотри, прогресс-то налицо, куча целая квестов, еще и дейлик за плечами. Все, на этом буду заканчивать. Осталось забрать только награды за квесты, которые сегодня поперезакрывал, и навести порядок в схроне. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры, отличного настроения. До следующего выпуска. До свидания.